Всем добра, я Виктор Аврора. Обзор, посвященный производителю лодок под названием Marlin. Под брендом Marlin это размеры 340-360. Это одни из самых популярных размеров. Да? И что же нам предлагает Marlin в этих размерах? 340 и 360 имеют одну основу баллона. То есть в ширину они одинаковые. И имеют также одинаковый диаметр баллона, а именно 49 сантиметров. И тут вы понимаете, что такой диаметр баллона есть далеко не на всех лодках 360. Далеко не на всех. То есть там, по рынку, по всему тому громадному количеству лодок, которые выпускаются, это вообще единицы. Вот. А уж 340 я вообще молчу, да. Вот. Значит, 49 диаметр баллона лодки. Лодка в ширину 1,78 м. Это тоже одна из самых больших лодок в ширину в классе. Больше есть Angler, например, 1,82 м. Вот. И там у Хантера что-то подобное. Вот. Но это вот, короче говоря, один из самых больших размеров в ширину. Длина кокпита 2,60 на лодке 3,60. А вот сам кокпит 77 сантиметров. Лодка тоже получается очень остойчивая. А вот поел девятка 3,60 весит 54 килограмма. А 3,40 сейчас скажу. 3,40 50 килограмм весит. Значит, на лодке 3,64 отсека плюс киль, что весьма даже неплохо для безопасности лодки. Я бы даже сказал, что не просто неплохо, это очень даже хорошо. Но вот, опять же, поел девятка, повторюсь. В остальном, все стандартно. Ручка капитана, леер по всему периметру лодки. Что еще сказать? Также лодка сделана с умеренной килеватостью. И получилась тоже очень ходкая за счет своей плавучести баллонов. Вот, то есть лодки под малыми моторами ведут себя весьма неплохо. Но так как лодка с 9 фанеры, то на лодку 3,60 смысла ставить мотор больше пятнашки нету никакого. Вот. Даже 18-й Tohatsu, он будет избыточен для данной лодки. Почему? Потому что 18-й Tohatsu, он вообще уникальный мотор. Вот. Приходится мне с ним каждый год сталкиваться по причине того, что как раз лодки там от 3,60 и больше, их используют с этим мотором 18-м Tohatsu, и приходится с ним катать лодки разных производителей под этим мотором. Мотор хороший, просто он мне немного надоел. Значит, пятнашка там максималка, и больше туда и не надо. Двухтактный, четырехтактный, без разницы. Производитель указывает в данном случае мощность мотора с учетом двухтактного и четырехтактного мотора. И в том числе и катает эту лодку с четырехтактным мотором в том числе. Толщина транса там 21, а не 18, как у некоторых убийц кроликов, убийц, короче говоря, лодок, да, 18-ю фанеру ставят, 21-я все-таки получше. Не 27-я, конечно, но нормально вполне. Вот, плотность ткани 900, в основном они используют мехлер. Что еще сказать? Комплектация данных лодок стандартная. Ремонтечка, клей, 2 куска материала. Не забудьте туда положить ацетон обязательно. Вот. Все это на стрингерах, естественно. Есть стрингер под 9 профиль, что на 3.30, что 3.40, 3.60, естественно. Там все везде есть стрингера. А вот профиль папа-мама там. Между поелами. Сейчас предлагаю вашему вниманию посмотреть, как они выглядят, эти лодки на воде под разными моторами. Сразу скажу, что производитель очень любит марку
Mercury, поэтому чаще всего дает предпочтение именно этим производителям моторов лодочных, и отсюда как бы есть и там и пятерки, и девятка, которая 200-кубовая, которая облегченная там присутствует, не та, которая переделывается в двадцатки и все такое, нет, малокубовая девятка. Вот. Если пятнашка мелькает, то это пятнашка натуральная, четырехтактная пятнашка. Вот, ну и смотрим, наслаждаемся. Всем добра.